Привет, друзья! Те, кто за нами следит, знает, что мы проехали на нашем автодоме всю Южную Америку и отправили его на корабле в Северную. И теперь находимся в Панаме. Но это не так. Мы, Андрей и Оля, в июне 23 года отправились в увлекательное путешествие на автодоме вокруг света, начав с Беларуси. Мы проехали 12 стран Северной Европы, а затем переправили наш автодом на корабле в Южную Америку. В настоящее время мы находимся в Центральной Америке и планируем продолжить наше путешествие до Аляски. Мы будем рады, если вы отправитесь в увлекательное приключение вместе с нами, подписавшись на наш канал. Дело в том, что когда мы приехали в Панаму, мы оказались в своеобразной западне. Дальше мы ехать не могли, потому что у Оли нет виз для следующих стран. Почти в каждую следующую страну нужна была виза. Но есть другой способ, которым мы решили воспользоваться. Дело в том, что имея в наличии визу, Шенген-визу, британскую визу, канадскую визу или визу США, можно проехать все эти страны без визы. Так как наша цель является Аляска, мы решили оформить визу в США. Но это не так просто. Дело в том, что в большинстве посольств американских время ожидания собеседования от нескольких недель до нескольких месяцев. Но мы нашли одну страну, в которой срок ожидания всего лишь несколько дней. И это Никарагуа. Мы заполнили анкеты на странице посольства, и нам назначили собеседование через несколько дней. Чтобы попасть в Никарагуа, нам нужно было лететь на самолете, потому что через Коста-Рику не проехать. Мы оставили на платной стоянке автобус, купили билеты в Никарагуа и приехали в аэропорт. Но все не так просто. Оказалось, что чтобы лететь в Никарагуа, надо иметь как минимум прививку от желтой лихорадки, которой у нас не было. Следующая проблема возникла с машиной. Я не мог вылететь из страны, имея ввезенный в страну транспорт. То есть в Панаме это не предусмотрено. Его надо либо специально отвозить на специальную стоянку и оформлять в таможне. Это стоит примерно 2-3 сотни долларов, и тогда можно вылетать. Конечно же, немножко расстроились, потому что пропали билеты и запись в посольство. Но мы не пали духом, тут же помчались искать место, где делают прививки. Приехав в этот центр, где делают прививки, нам сказали, что после получения прививки надо ждать еще 11 дней, пока начнет действовать, и потом уже можно путешествовать. Это нас абсолютно не устроило, и мы вспомнили, что у нас аллергия. Ну и нам, выписали справки, что эти прививки нам противопоказаны. Это заняло буквально полчаса времени и стоило $1 за 2 справки. А если бы делали прививку, то каждая прививка стоит по $100. Перед нами встал следующий вопрос. Что делать с машиной? Неохота было ее оформлять и платить за это деньги, а потом прилетать обратно и платить снова. И мы решили сделать следующий ход. Чтобы не оставлять машину в Панаме, я решил ехать на ней в Никарагуа, в Манагуа. А Оля перелетит на самолете туда, и я ее там встречу. Этот план у нас сработал. Мы купили Оле билет. Я выехал в Никарагуа. Передо мной был путь 1200 километров. Я проехал 2 границы и пересек 4 контрольных пункта. Причем граница с Никарагуа считается самой сложной на всей Панамерикано. А Оля через 2 дня полетела на самолете. Все прошло очень гладко, и я встретил Олю по прилету в аэропорту Манагуа. И мы занялись решением основного вопроса получения американской визы. Переоформили день интервью и через несколько дней должны пойти на собеседование. Вот и настала минута или момент истины. Едем в посольство. Через 40 минут у нас интервью. Пробираемся по пробкам Манагуа. Так. Держим пальчики. Вперед, пожелайте нам удачи. Ну что, друзья, мы вернулись из посольства с американского. Сейчас вам расскажу, как все было по порядку. Мы пришли к посольству,
перед входом стояла огромная очередь, человек 50. И всех запускали по времени, на которое они были записаны. Мы дождались нашего времени, было на 8 утра. Нас вызвали и зашли сначала в комнату, где проверяют все, security, вот, забрали телефоны, все оставили, прошли дальше. Нас там где-то записали, наклеили какие-то бумажки. Дальше прошли еще одна security. И потом зашли уже в комнату, где несколько окошек, стоит общая очередь. Сначала сдаешь отпечатки пальцев, делаешь, потом что там было? Ну, спрашивали какие-то вопросы. Вопросы задавали, проверяли, что-то все такое. Потом идешь дальше, и уже стоишь в очереди. Всего 2 окошка, которые принимали. Когда мы подошли к этим окошкам, одна женщина нам больше понравилась, другая меньше. И мы хотели бы к другой. Но попадали, видим, что перед нами люди, как раз получается так, что мы попадаем не к той, которой хотим. И вот мы стоим уже перед этими окошками, ждем, когда люди закончат свое интервью. И тут перед нами завозят бабушку на коляске, да. И она заходит к этой тете, к которой мы не хотели пойти. Вот. Ну и, соответственно, мы попадаем к той. И просто какая-то чудо из чудес. Тетя говорит по-немецки, потому что наш английский вообще 0 практически. На том уровне, чтобы так резво. Да. И начали интервью, Начали интервью, и было очень много вопросов. Мы поставили 15, наверное. Тем более, что язык мне понятен, и мы много разговаривали, много было про работу, про учебу, про как мы познакомились, сколько мы вместе, какие у нас планы, какие планы на поездку, где мы хотим быть после Америки, куда ехать. Все. Подробно все она записывала. Перед тем, как мы зашли в посольство, люди выходили уже оттуда, и все выходили с паспортами. То есть я так понимал, что если тебе дают визу, то паспорт вставляешь там. Но все выходили с паспортами, и как бы это было для нас уже понятно, что мы тоже выйдем. Перед нами стоял один какой-то русскоязычный, по крайней мере, да, с русским паспортом. И вот ему дали тоже его паспорт обратно и какую-то бумажку приложили. И судя по разговору, я понял, что сказали ждать. А он сказал, что у меня билет на самолет, и я не могу долго ждать. Ему там пометили, что быстрее ответ пришел. Вот, должны прислать просто ответ на почту, и потом ты должен прийти с этим паспортом за визой в посольство опять. Вот у всех такая система. Но у нас было иначе. Тетя сказала, вот вам маленькая бумажка с номером, и я постараюсь для вас сделать, чтобы вы еще на этой неделе получили ответ и пришли за своими паспортами. И забрала у нас паспорта. У нас забрали паспорта. То есть это единственное, у кого мы увидели, что паспорта забрали. То есть это очень большой знак. Очень мы надеемся, что все получится. Конечно, это не 100%, что мы получим, но это просто огромный шаг к этому. Интервью все равно такое напряженное довольно-таки. И если вы плохо говорите по-английски, то, конечно, будет проблематично. Вот. Нам просто сильно повезло. Тетя говорила по-немецки, и вообще мы разговорились, можно сказать, просто разговорились. Мы подготовили с собой немножко информации для посольства, распечатали карту нашего маршрута по США, Канады до Аляски, а также показали, что мы едем не пешком, а на своей машине. Очень помогла вот эта бумага, что мы въехали на машине в Никарагуа, и у нас ограниченный срок пребывания для машины. Для нас нет, а для машины до 18 числа. То есть, в принципе, всего лишь осталось 10 дней. Поэтому она решила, что я постараюсь поторопиться, и до конца этой недели нам должны прислать уже ответ, да или нет. Вот. В любом случае мы вернемся за паспортами, как бы то ни было. Короче, мы это сделали. В принципе, конечно, было немножко мандражно, не буду скрывать. Вот, все очень серьезно. Вперед, господа. Итак, друзья, на следующий день после интервью мы решили проверить наш статус и зашли на страничку посольства. К сожалению, в визе нам было отказано, написано «отказ». Ну, мы, в принципе, конечно, расстроились. На этот случай у нас есть план «Б». И мы решили получить наши паспорта обратно.
Мы подождали еще день, два, три. Настала пятница. Никакого ответа нету. Мы поехали в посольство. Вызвали охранника. Он пошел разбираться. Минут 20 разбирался. Вернулся, сказал, что документы в обработке. Вот. Мы поехали отдыхать на наше любимое озеро. И вот уже вторник следующей недели, а ответа все нет. Мы немножко находимся в такой фрустрации. Не знаем, что делать, потому что проблема в том, что через 3 дня у нас заканчивается временное пребывание нашего автобуса в этой стране. То есть надо либо продлевать, либо выезжать. Без паспорта ни то, ни другое невозможно. Мы, конечно, попробуем. Сегодня поедем в таможню и попробуем без паспорта продлить. Но, как я читал, это не так просто. Надо за неделю подавать было на продление. Посмотрим, что получится. Ждем, на случай непонятки. Если еще пару дней ничего не будет, мы поедем снова в посольство, так как нужно выручать наши паспорта. Вот такая история. Ждем дальше. Итак, друзья, все, что вы видели до этого, это было очень давно. С тех пор прошел еще целый месяц нашего пребывания в Никарагуа. И на следующей неделе нам снова надо бежать, продлевать временное нахождение нашего автомобиля в Никарагуа на следующий, на 3-й месяц. Что же произошло за это время? Как мы говорили в предыдущие разы, мы сходили в посольство, нам ничего не сказали, сказали ждать дальше. А после этого мы еще 2 раза были в посольстве, и вот на прошлой неделе нам снова сказали, что, как вышел офицер из посольства и говорит: у меня для вас приятная новость. Ваши документы здесь и скоро будут готовы. Ну, то есть готовы, это не значит, что там будет виза. А готовы, значит, что вы скоро сможете их забрать. Подождите буквально несколько дней. Ну, мы подождали эти несколько дней, они тоже уже прошли, и так и не получили никакого ответа. Очередная неделя заканчивается, и мы готовимся уже на следующей неделе, когда нужно будет нам продлевать временное пребывание нашего автобуса здесь. Мы заодно заедем и в посольство, и опять скажем, что добрый человек, у нас уже 2 месяца ту-ту, где паспорта, отдайте документы. Вот. В это время мы находились в Никарагуа и жили все время на нашем замечательном озере, который находится в кратере вулкана. И раз в неделю на пару дней выезжали в столицу Манагуа, закупали продукты и делали кое-какие дела. Например, красили автобус, чинили его немножко, там полировали где-то, привели его в замечательный вид. Кроме этого, мы Познакомились с очень хорошими людьми. Когда мы ездили в столицу, мы ночевали в парке. И рядом с парком находится частный сектор. К нам подошла, познакомилась с нами женщина, предложила пойти к ним в гости, предложила все удобства, условия, могли даже у них остаться ночевать, но мы спали в своем автобусе, но пользовались благами их. Души, туалеты, в гости на ужин, это было очень приятно нам. И мы, когда раз в неделю ездим обратно в город, мы к ним заезжаем и общаемся. Было очень полезно и приятно общаться. И мы многое узнали о жизни в Никарагуа, да, что было интересно. Культуре. Да. Вот. Кроме этого, они нам помогли получить посылку, которую я заказал из Германии. Мы отправили на их адрес. Это был прибор для автобуса, который я отправлял на ремонт еще из Бразилии. Бустер для питания батарей. Вот. И сейчас я его получил обратно, но это стоило довольно дорого, то есть неожиданно. Кроме самой пересылки, которая сначала показалась не такой дорогой, всего лишь там 35 евро. При получении мы в FedEx заплатили еще дополнительно что-то $27. И нас отправили на таможню, где с нас пытались забрать $220 уже. Вот. Я им объяснял, что эта вещь подержана и была отправлена на ремонт, и сейчас она вернулась. Им было наплевать, они сказали, ну, если вы там предоставите счет покупки, то мы можем снизить эту стоимость. Я нашел этот счет, показал им, они снизили в половину и составило
$110. Итого в общей сложности обошлось пересылка туда-обратно где-то порядка 230 евро, что почти составляет полную стоимость этого прибора. Ну вот. Слава богу, что ремонт был бесплатный в Германии, ну потому что там все-таки не Южная Америка, а все гораздо дешевле. Да, кстати, нас еще ограбили, не ограбили, а посылку нашу ограбили. Вытащили шоколадки, я попросил при отправке засунуть туда немножко сладостей. Да, но они не дошли, и был вырез в посылке, откуда все это аккуратно вытащили. Вот, так что мы остались без сладкого, так как здесь с этим делом так себе. А еще я заменил бортовую батарею, которая отвечает за электричество в нашем кемпере. Вот эта старая не прослужила и года. Всего 10 месяцев хватило. Я бы ее сдал бы обратно по гарантии. Стоило немерено, что-то 470 евро. Она очень удобная, потому что помещается сюда под сиденье. Единственная модель, которая вот именно с таким размерами. И взамен я здесь купил две батареи, которые установил вот сюда. Вот они две стоят по 100 ампер. А та была 141. И протянул вот такие кабеля. Пока временно так, потом положу их под обшивку. А здесь стоит тот бустер, который пришел нам из Германии. Все работает, все подключил, все зашибись. Вот, что у нас еще? Ах, да, вот мы купили вот такой дымный вентилятор, который очень тихо работает. И мы его ставим на ночь. Он у нас стоит на кухне и дует на кровать. Вот, поэтому ночи у нас не жаркие. Очень классная вещь. Зарядки хватает на 10 часов. Вот, это телескопическая. Она вытаскивается на метр с лишним. Поэтому можем ставить его где понадобится. Вот такая у нас, значит, была работа в этом месяце. Вот, и все остальное время мы просто отдыхали на озере. Здесь приезжает постоянно много молодежи, иностранцев, которым нравится это место. Вот. Мы решили выпустить этот выпуск, не получив ответа от посольства, так как времени в общей сложности прошло уже более 2 месяцев с момента приезда нашего в Панаму. И мы выпустим этот выпуск, а в следующий раз вы уже узнаете, и мы вместе с вами узнаем, что случилось с нашими паспортами, как мы их получили ли вообще. Вот. Мы подумали, что, возможно, где-то их потеряли, но последнее известие от посольства было то, что они их нашли, и обрадовали нас тем, что они в посольстве. Вот. Ну и будем пока отдыхать здесь и ждать результатов. Нас это очень сильно напрягает в нашем путешествии, поэтому не очень-то приятно так долго задерживаться на одном месте. Да, получилась такая вынужденная пауза. Какой-то форс-мажор просто.